Встречаем на льду участников первой группы. Герман Ленков, Санкт-Петербург. Глеб Ковтун, Тюменская область. Лев Лазарев, Москва. Илья Мальков, Республика Татарстан. Алдар Самбуев, Москва. Арсений Федотов, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. На Первом канале продолжаются трансляции, прямые причем, из Челябинска, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию на коньках. Юниоры пока занимают все наше внимание, взрослые начнут кататься только завтра. И на сегодня у нас еще один вид программы. Это короткая программа у юниоров. И первая группа участников, вы только посмотрите на этот список, сразу с места в карьер, что называется. Но обо всем по порядку. Мы, ваши комментаторы, Василий Соловьев, Анна Щербакова и Михаил Коляда, приветствуем вас в прекраснейшем настроении. Да, всем привет. Привет, дорогие друзья, дорогие любители фигурного катания. Первая разминка, конечно, сильнейшая. Сейчас мальчики вышли на лед, и уже понятно, что будет очень и очень интересно. Да, жеребьевка иногда творит интересные вещи со списком участников, но ко всему надо быть готовым, и выступать нужно быть готовым, наверное, под любым номером. Первым будет кататься Герман Ленков. Его один из тренеров, Владислав Сизганов, на ваших экранах. Это школа Алексея Мишина и Татьяны Мишиной. Герман Ленков. 4-е место первенства России. И, конечно, прекрасно он там катался и выступал. Не хватило совсем чуть-чуть до пьедестала. На этапах серии Гран-при дважды он занял 2-е место. Один раз на московском этапе уступил Льву Лазареву. Вслед за ним будет кататься Глеб Ковтун. Единственная не московская, не питерская медаль вообще на всех соревнованиях. Медаль, которая уезжает в другой регион, в Тюмень. Тренируется он у Натальи Заболотной. Глеб Ковтун — бронзовый призер первенства России. Причем Ленкова он обогнал на 2 балла. Это была очень плотная борьба, но которая завершилась в пользу этого 17-летнего спортсмена. Вслед за ним Лев Лазарев, теперь уже двукратный победитель первенства России. До него двукратными победителями становились Александр Успенский, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, ну и, собственно, Арсений Федотов. А трехкратным пока что так никто и не стал. Был шанс у Арсения, но теперь уже все эти ребята перейдут во взрослое катание, и юниорские все рекорды останутся позади. Сергей Давыдов, его тренер, на ваших экранах. Илья Мальков, ученик Людмилы Гафаровой, будет кататься следующим. В Омске на этапе серии Гран-при 2-е место у него было. На первенстве выше 7-го места не поднялся. И тоже очень одаренный спортсмен и с артистической стороны, и вполне себе боевой. Так что у Ильи все шансы тоже бороться за любые места. Главное показать все то, что он может. Вслед за ним будет кататься ученик Екатерины Моисеевой. Есть у Екатерины и в мужском катании прекрасные ученики. Алдар Самбуев. Это, безусловно, открытие серии Гран-при. Такие потрясающие он в этом году продемонстрировал несколько прокатов. Ну и на первенстве был 3-м после короткой. Мы с нетерпением ждем и его короткой программы. Она нам
невероятно нравится. Ну и, конечно, желаем, чтобы не только одной короткой Алдар нас удивлял, но чтобы произвольная позволила тоже где-то задержаться чуть повыше, потому что все-таки на первенстве он отскочил на 8-е место по результатам 2 программ, хотя вот находился на 3-й позиции. Если кто-то ищет в интернете результаты Екатерины Моисеевой в молодости и не находит, то нужно искать не Моисееву, а Бурцеву. Такая у нее была девичья фамилия, когда она каталась молодой спортсменкой. Ну а завершать эту группу будет сам Арсений Федотов по прозвищу Шоумен. Двукратный победитель первенства, как уже было сказано, в этом году 2-й. Причем в этом году он проиграл Льву Лазареву 24 балла. 24. Это, конечно, был просто звездный час Льва. И догнать Савранского — это утопия, было сказано в Покровских воротах. И точнее и не скажешь в случае с Лазаревым, потому что, ну, прям все получилось, да, Ань? Вот у Льва на первенстве, по-моему, Лев, конечно, не было блестяще такого, чтобы откатал, да, но Арсений где-то минусик это был. точно тот спортсмен, которому подвластно соперничать со Львом. Просто Арсений не выполнил свой максимум, поэтому здесь, конечно, это отставание, это именно ошибки самого Арсения. Так что пожелаем, чтобы на этом старте Арсений показал свой максимум. Честно, я с восхищением смотрю на эту разминку. Арсений очень прибавил именно в мощности своих прыжков. Он каждый тройной прыгает с таким запасом, что там в любом прыжке можно еще оборот добавлять. Поэтому это прям хорошая уже, мне кажется, заявка. И видно, что он взрослеет, так возмужал. Ну и в конце концов, все-таки это спорт, и здесь очень важна форма от турнира к турниру. Она может измениться даже и за 2 недели, да, которые прошло. И мы будем смотреть, кто в каком состоянии будет выходить сейчас на свои программы и сравнивать. Мы, конечно же, за борьбу, за честную борьбу, открытую, творческую, техническую. И пусть победит сильнейший. А первым будет кататься Герман Ленков. Песня о беззаветной любви с итальянским темпераментом. Джош Гробан модулирует от до минора к си бемоль минору, а Герман Ленков растет как спортсмен и как катальщик с каждым выступлением. Sento nell'aria il profumo di te, piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età.
Чрезвычайно проникновенным катанием Герман Ленков открывает эти соревнования. Так вот с душой вложился. И надо сказать, что и все прыжковые элементы как-то так мягко, уверенно. Да, не как на 6-минутной разминке. Никак, И, кстати это говоря, точно. это тоже классно, когда ты выходишь первый в таком очень серьезном конкурентном составе. Вышел быстренько, размялся, сделал свое дело, откатал и ушел отдыхать и смотреть своих соперников. Это здорово. Да, не всегда у нас есть возможность. Молодец, есть запас. Вот. Есть запас. Да, есть запас. Михаил. Не всегда у нас есть возможность 6-минутную разминку вживую посмотреть, прям вот так близко ко льду, и Герман очень стабильно выступает в этом сезоне, на самом деле. Удивительно было la dolcezza così увидеть, что на разминке много было ошибок, и падения были, и запереживали мы уже немножко, а потом вышел, собрался, и какой прокат выдал. Вот характер настоящий продемонстрировал. Ну, что называется, ноги-то помнят, потому что в любом случае волнуются все. И здесь уже показатель того, насколько ты тщательно готовился дома, потому что зачастую 6-минутная разминка и даже утренняя тренировка, она, в общем-то, ничего не решает. А вот деморализовать соперников может легко. Потому что если другие посмотрят, скажут, ага, значит, у него что-то не то. Ну и ничего, значит, можно не напрягаться. Но нет. Специально обманочка для соперников была Да, у такой, Германа на такой разминке. прием очень часто используют японские спортсмены. Ну а вот когда говорит Владислав Сизганов по поводу запаса, ну а что, каждый выезд у него был такой прям артистический, красивый. Чистый, да. Хорошо, надежно, чистый. прям, да, исполнены были все элементы. Никаких пересмотров вам. За исполнение короткой программы. Ну и все оценки в плюсовой зоне. 78 с копейками баллов получает Герман. За исполнение короткой программы на лед приглашается А на льду Глеб Ковтун. 20 баллов он прибавил на первенстве к своим результатам, которые показывал на этапах серии Гран-при. 20 баллов. Большой был молодец, благодаря чему занял 3-е место. Ну а сейчас побег из зоны комфорта в открытый мир. Об этом композиция «Run, Boy, Run», под которую и катается Глеб.
Довольно неожиданный получился прокат, особенно в короткой программе, когда именно короткая программа разделена на две такие совершенно разные части. Первая часть — это мощь, уверенность и какое-то движение вперед, и вдруг во второй как отрезало вот с этого каскада. Что произошло? Очень Сейчас будем смотреть, что же произошло. Очень неожиданно. И видим, что сам Глеб очень разочарован, я бы сказала, таким прокатом, потому что именно во второй половине программы, потому что как он уверенно начал, я хотела как раз отметить, что мне очень нравится та энергия и тот напор, с которым он катается, и всегда выходит вот прям с такой уверенностью, прям заколачивать эти прыжки. Это читается и во взгляде, и в движениях, и на первенстве это было от и до. Здесь начал с таким же настроем. И вот что-то очень непонятное для меня случилось на тулупе. Да, действительно, вот по ходу сезона Глеб катает свою короткую программу от старта к старту все увереннее и увереннее. И он, в принципе, я могу назвать его взрослым спортсменом. То есть он антропометрически уже сложился полностью. Он как-то вот по мощности катания скорее похож на взрослых спортсменов. Потому что какой он тройной аксель сделал, совершенно прекрасный, высокий, чистый. То есть вообще никаких вопросов и тени сомнения в этом прыжке. Тройной Ридбергер. Все четко, здорово. А потом... Что же случилось потом? Прям хочется пересмотреть, потому что Да. в моменте мы прям все не поняли, что же пошло не так. Тройной луц, Хороший нормальный. тройной луц. Ага, Прям понятно. раскрылся в воздухе. Он начал думать между прыжками. Такое часто бывает, когда какая-то вот мысль пролетает, и она настолько быстрая, что ее не уловить, никак, ничего с ней не сделать, и она сбивает. Потому что когда спортсмен идет на каскад, чаще всего голова должна быть абсолютно пустой, что вот ты идешь, что-то сделал, ну как бы руки, ноги Между собрались, и прыжками вообще все. вредно думать. Да. Ну, может, это какой-то испуг мне был показалось, из-за того, он прям что в борт середине- слишком близко был. Мне показалось, он прям в середине тулупа о чем-то думать начал, потому что даже в тулуп как будто хорошо вылетел и просто посередине прыжка раскрылся. Да, на голову Вот, сам как показывает. будто и не понимает, что там у него в голове проскочило такое. Мне показалось, немножко до тулупа он себя сбил. Ну что ж, первая осечка у нас на данный момент в коротких программах. Глеб Ковтун 8 баллов практически он уступил своему прямому конкуренту Герману Ленкову. Ну а на льду Лев Лазарев. Французская пост-рок-группа «Квун». Поэма о зове моря. Слушать волны, вспоминающие утонувшие души. Нырять в лабиринт разума и выживать в объятиях тьмы. Вот она, аллегория риска и борьбы с судьбой. Работает безотказно. В прошлом году Лев был третьим в финале Гран-при, но многое с тех пор поменялось, и сейчас он абсолютно в центре внимания всех. Listen, listen to the sea, singing from the night. Thousands of lights, thousands of lights. Oh, mother, waves roll into my soul.
очень широко открыл глаза после проката. Лев Лазарев. Такая реакция. Ну, как думаешь, на что реакция у Льва? На то, что- зрителей, на потому что зрителей, как они поддержка здесь завизжали. невероятная. Очень много зрителей на юниоров, да, сегодня пришло. Прям видим, как сильно поддерживают ребят. Думаю, что им очень приятно выступать здесь, в Челябинске, с таким теплым приемом. Потрясающее катание, конечно. Мы уже, знаешь, ощущаешь, как-то попривыкли уже, да. Мы практически каждую неделю видим Льва Лазарева, как он катается. Но Хочется его похвалить за то, что он этот уровень держит, потому что это мы привыкли Да, смотреть, именно. ну, опять чистый прокат от Ага. Льва, но при этом держать эту планку и не сбавлять ее от старта к старту, это на самом деле такая огромная ответственность, которую он выдерживает. Да, потому что когда ты выходишь на лед завоевывать лидерство, это одно. А когда ты приходишь доказывать, что ты лидер, потому что все-таки люди все смотрят, там и Арсений Федотов, прямой конкурент Левы, все вот в такой борьбе находятся. И действительно, психологически это такая хорошая тренировка для будущего, для того момента, когда он перейдет уже во взрослые и будет уже соревноваться с нашими практически мэтрами фигурного катания российского. Тройной аксель совершенно шикарный, и судьи оценили на плюс 2,40, он 10 баллов за него с лишним получает. Тройной Ридбергер, тройной Лутц, тройной Тулуп во второй части. Меня учитывая, поразила что- вот скорость. Мне показалось, что он чуть-чуть добавил в скорости. Потому что программа, она вот как вихрь такой, прям вот на одном дыхании. И здесь все настолько плотно переплетено, что хочется пересмотреть. В хорошем смысле. Да. да, скорость есть. Когда проносится Лев мимо нашей комментаторской позиции, это, конечно, вихрь настоящий. Еще так близко к бортику он несется. Площадки не хватает человеку. Вот оценки на ваших экранах. Можете оценить и уровни, и итоговые результаты. 85 баллов. И ждем ответа от конкурентов. Трибуны скандируют «молодец». Очень теплая атмосфера. На лед приглашается Илья Мальков, Республика Татарстан. Госпел с элементами соул от Фаада Фредди из Сенегала. Это трек Ильи Малькова. Reality cuts me like a knife. Боль реальности, иллюзия легких денег, усталость и падение. Все это в творчестве молодого человека из Казани. Ну и что ж, пусть падения останутся только в метафорическом, творческом плане в его короткой программе. My heart is on fire, my strength in vain. I'm no more inspired to live pain again. I feel waves of tears rushing over my chest. Breathless, I fall to the ground. Now what do? 'Cause reality cut me like a knife. But now I do. Cause reality cut me like a knife. But now life is made of violence and love. Who knows the road? They do fall down. Keep yourself up. Keep stepping on. What you know? Silence. Talking on. To the light. Inside me. Adios!
into a circle. Adios. After all, why should I have no regrets? And it wasn't my mistake. Someday, yesterday, when that decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. The decision is mine. The lesson be mine. 'Cause the vision is mine. The decision is mine. The lesson be mine. 'Cause the vision is mine. И как бы ни было тяжело выходить после такого лидера и с таким приемом, какой был у Льва Лазарева, но Илья Мальков выступил максимально классно. Это прям чуть ли не одна из лучших его программ в этом году. Или, может быть, даже лучшее катание в короткой. Класс! Да просто классно, да. Все сидят, разводят руками на комментаторской такие и согласно кивают головами. Да, потому что действительно выходить после такой поддержки Льва Лазарева сложно. И мы видели, как он проезжал. Диктор объявлял его, и я посмотрел на его глаза, думал, что-то сейчас будет. Либо хорошее, либо плохое. И вот такое пограничное состояние, с ним надо уметь справляться. И сегодня Илья справился. Очень хороший прокат, при том, что по технике нам показалось, что не все так гладко было. Видим, как поборолся он за тройной аксель. Приземление аж на внутреннее ребро, потому что немножко вывал из круга был. Но при этом удержался, вцепился в лед. И остальные прыжки тоже. Вот было видно, что не без борьбы сделаны, но при этом безошибочно. Не допустил он помарок никаких. И несмотря на то, что боролся технически, при этом катался, улыбался, наслаждался своей программой, хорошо отыгрывал. И это очень понравилось, что прям с настроением был прокат. Да, большой молодец и действительно артистичный парень, который дает настроение. Может быть, даже в какой-то мере, не знаю, подхватил настроение трибун. Все были в таком благостном состоянии духа. 100%, особенно после выполнения флип-ту во второй части. Он как-то вот немножко раскрылся, и да, все было сделано. Супер, отличные оценки, и он чуть-чуть уступает Герману Ленкову. На данный момент занимает 3-ю позицию. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Алдар Самбуев, Москва. Темный блюз-рок с атмосферой эмоционального хаоса от исполнителя Two Feet. Как нельзя лучше легла эта композиция на творчество Алдара Самбуева. Его короткая программа просто улетная. Girl, tell me your problems. I don't wanna solve them. I don't really care. I don't really care. You had a lot on your mind now. Your mind is free. So tell me the truth wasn't me then.
Алдар Самбуев с особым настроением делает эту короткую программу. Плод творчества Екатерины Моисеевой, Ольги Симоновой и Максима Завозина, тренерской группы этого спортсмена. Ну, это просто браво. От меня только слова восхищения. Это моя любимая короткая программа этого сезона. И, в принципе, Алдар для меня открытие этого сезона. Я очень рада, что вживую тоже удалось посмотреть, потому что меня прям завораживает, как он катается. Невероятно просто. Да, действительно, этот спортсмен не имеет в арсенале четверных прыжков и, тем не менее, борется наравне со всеми, потому что вот он такой самобытный, он такой необычный, и хореография у него такая мощная, и хочется пересматривать еще и еще. Мое все-таки пожелание, может быть, делать всякие такие хореографические находки немножко с большим контролем, то есть как будто бы он делает это наотмашь, но мне, как зрителю, хочется немножко больше контроля, даже когда там идет рука вверх. Мне кажется, знаю, тебе меня не как зрителю это хочется. Да, Тебе а хочется меня как это зрителя восхищает то, с спортсмену. какой- порой вот где-то это даже расхлябанность, но она такого шарма этой программе придает. Ну, Мне может быть, кажется, я вот просто слишком какой-то- сильно за Алдара переживаю и хочу ему пожелать как бы успехов на его этом сложном Ну, поприще. я понимаю, о чем ты говоришь. Мне даже вот сегодня показалось, что он немножечко, как будто такой, не показался ли, что он немножко, может, как уставший, немножко не в том настроении, такой ушел вот с площадки тоже. Но это, возможно, как не раз всё понравилось. сказалось и на каскаде Луцтулуп. Все-таки короткую он катал чисто и не раз, а здесь невооруженным глазом было видно, что каскад все-таки из последних сил уже был сделан. Просто точно так же, как вот и та амплитуда, про которую говорит Миша, и вот это настроение, и все постановочное, оно может очень легко улетучиться в тот момент, если что-то пойдет не так. Ну вот поэтому это такая очень тонкая грань, ее надо чувствовать. У Алдара это есть чувство, и все-таки пожелаем ему удачи в совершенствовании. Второе место у него с превосходством над Германом Ленковым в полбалла, ну и с серьезным отставанием от Льва Лазарева. А на льду Арсений Федотов. Другая любовь Тома Одала. Это романтическая история о девушке, с которой хотелось бы быть, но нет сил, потому что бывшая измотала. Все силы, все слезы, вся нежность остались там и никому не нужны.
Максимально драматичное развитие событий у нас в первой группе. В коротких программах у парней. Максимально непредсказуемо то, что сейчас произошло с Арсением. Так, казалось бы, все самые сложные элементы этой программы выполнены. То есть все было хорошо с тройным акселем. Потом Ридбергер. Это абсолютно... Это очень обидное падение с бабочки. Он сейчас потеряет... Он даже в минус ушел. Потому что сейчас на наших протоколах мы видим 0,85. Еще минус балл дедакшена. Он в минус ушел. Очень обидно, испугал нас, конечно, в моменте абсолютно неожиданная бабочка и затем падение. Сейчас послушаем, может быть. Сергей Викторович говорит, поторопился. Но единственное объяснение логичное — это то, что Арсений прыгает четверной. Ридбергер в этом сезоне вставил его в программу, в произвольную, и очень уверенно, очень хорошо его исполняет. И, возможно, вот небольшая раскоординация на фоне там четверного прыжка могла произойти, потому что мне показалось, что на разминке он все с невероятным запасом исполнял. Вот тройной аксель шикарно исполнен. И в Ридбергер он, возможно, как-то вот... Ну, сложно даже объяснить, потому что очевидно, что тройной прыжок никаких вопросов у Арсения не вызывает. Возможно, тут немножко действительно из-за четверного прыжка пошла... А возможно, это как раз психологический момент, когда ты делаешь прекрасно четверной, ты на тройной идешь, как будто бы уже не напрягаясь. И это такая как бы... Может. опасный А такой иногда момент, да. сложно просто силы распределить правильно, чтобы вот как будто не переборщить. Да. Но здесь уже надо у Арсения спросить, что, Да, собственно, да. случилось. Что Ну, лишний раз подчеркивает то, насколько это сложный координационный вид спорта, и каждая тонкость здесь имеет значение. Но, тем не менее, луд-луд дальше прекрасный, с запасом также исполнен, очень уверенно, и дальше очень хорошо докатал программу, не раскис, нигде себе слабины не дал. Но был удивлен и сам, мне кажется, в тот момент, когда он вставал после этого падения, как так смотрел на мир широко открытыми, удивленными, в плохом смысле, глазами. Он на данный момент на 4-м месте проигрывает полбалла Герману Ленкову, балл Алдару Самбуеву. И у нас впереди еще целая группа. Участников второй группы. Роман Хамзин, Санкт-Петербург. Ильяс Халиуллин, Республика Татарстан. Макар Солодовников, Пермский край. Артем Федотов, Москва. Марк Лукин, Москва. Александр Семков, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. Разминка второй группы участников в короткой программе юношей в финале Гран-при России среди юниоров. Первым будет кататься Роман Хамзин. Надо сказать, что у юношей на серии Гран-при у Алексея Николаевича Мишина было больше всех медалей. 3 у школы Алексея Николаевича Мишина, но все 3 серебряные, потому что по 2 золотых медалей оказалось у Давыдова и Тутберидзе. Но вот в том числе одна из медалей была у Романа Хамзина, который в Казани занял 2-е место. Отлично там катался. К сожалению, на первенстве у Романа сложно прошли соревнования. Если он был 8-м поначалу, то затем откатился на 17-е место. Но все это, конечно, в том числе объясняется вот этими сложными периодами взросления, роста и всех тех проблем, которые сопутствуют и в то же время не сопутствуют молодым людям. Тренируется Роман Хамзин у Татьяны Мишиной. Здесь его представляет тренер Владислав Сизганов. Вслед за ним будет кататься еще один спортсмен из Казани, который победил, в том числе на своем родном этапе в Татарстане, Ильяс Халиуллин, ученик Ольги Арбузовой.
очень живой такой парнишка, запоминающийся, яркий, со своим лицом, с юмором всегда, в том числе с журналистами общается, прям молодчина. Макар Солодников вслед за ним будет кататься, родом из Перми. Также призер, не просто призер, а победитель омского турнира Гран-при, где он обошел Малькова и где отлетел после короткой программы Артем Федотов. Некогда бронзовый призер первенства России на своем дебютном соревновании, но в этом году только 16-й здесь. Выходит на замену, можно сказать, потому что у нас с соревнований снялся Михаил Алексахин. Макар Солодников тренируется у Екатерины Борисовны Патласовой и Алексея Гловацких. Артем Федотов, самый молодой спортсмен. Не было у него призов на этапах серии Гран-при, хотя короткие прокаты были хорошие, в том числе в Омске. Он здорово катался в короткой программе. Тоже катается под композицию группы Квун White Angels. Ну и Сергей Викторович Дудаков, его наставник в школе Тутберидзе, здесь представляет. Марк Лукин, еще один спортсмен, который родился в Перми, но переехал потом в Москву вместе с родителями для того, чтобы развивать свою карьеру. Тренируется у Виктории Буцаевой, Евгения Власова, Галины Ищенко. 5-е место первенства России и 2 четвертых на этапах серии Гран-при. Ну, можно сказать, что на первенстве его катание было настолько ярким, интересным, что со своим 5-м местом он практически открытие был 2 недели назад того, как можно здорово расти, двигаться вперед. И в завершении этих соревнований ученик Евгения Рукавицына, также Романа Усатова и Ольги Глинка, Александр Симков, призер Красноярского турнира и пока что не снискавший лавров на первенстве, потому что то травмы мешают, то что-то не складывается. Вот. Тем не менее, тоже очень спортсмен яркий, интересный, техничный. Интересно, кто сейчас куда вклинится в уже показанные результаты в первой группе, которая, казалось бы, многое расставила по местам, да, и мы такие немножко даже ахнувшие по поводу того, что увидели, да, несколько минут назад. Ну, в первой группе сильнейшие спортсмены из первенства России выступали, так что, конечно, второй разминке, казалось бы, тяжело будет вклиниться, но при этом мы знаем уже теперь, что многие допустили ошибки, поэтому это оставляет возможность для борьбы. Обычно нет возможности заглянуть вперед, да, и нужно сразу делать все, на что способен. А тут кто-то ошибся, и ты такой: о, ну-ка сейчас я буду догонять. Как, Миш, легче, чтобы знать, что уже твой соперник ошибся, или что нужно показать просто свой максимум, а потом уже будет, что будет? Нужно показать свой максимум, а потом будет, что будет. Потому что иногда мысли о ком-то другом, кроме самого себя, в этот момент тебя сбивают сильно. Да, неважно, ты катаешься до или после главных соперников, всегда желательно, конечно, фокусироваться только на себе, на своих прокатах и вне зависимости от других показывать вот максимум своих возможностей. Ваша разминка завершена. Пожалуйста, покиньте лед.
Для исполнения Ученик короткой Татьяны программы Мишиной на лед Роман приглашается Хамзин из Роман Санкт-Петербурга. Хамзин, Санкт-Петербург. Под адажио Якобы Альбинони в исполнении Димаша Кудайбергена. Вся жизнь сплошная мистификация, так что наслаждайтесь тем, что на поверхности. И пусть сегодня тут, в этой программе, будет легкость и творчество, а каторжный труд и сопротивление обстоятельствам останутся за кадром. Роман Хамзин из Санкт-Петербурга Роман Хамзин. под пронзительную мелодию. И не просто дался ей этот прокат сегодня, к сожалению, Роме. Не просто. Но мы не первый старт обсуждаем, что Рома очень сильно вырос, и все еще у него идет вот это вот... Перезагнался, Ром. Слишком скорости нет. Ничего страшного. Остальное вроде более-менее. Посмотрим. Вот, можем узнать, что проблемы бывают разные. Иногда скорости мало, а тут тренер говорит, что слишком много скорости было. Мы думаем, что это про тройной аксель, наверное. Сейчас посмотрим на этот прыжок. Он вывалился там из круга, степ-аут сделал. Вот этот прыжок действительно на большой скорости выполнен. И пошел из круга. Видимо, все-таки привык исполнять его на более умеренном ходу. Но вот как продолжу мысль, что сейчас он еще вот адаптируется к своему новому телу, очень сильно вытянулся, подрос, и, конечно, это тоже влияет и на координацию, и на технику прыжков, в исполнении элементов. Да, это 100%. А еще влияет все-таки адреналин, потому что когда ты в спокойном состоянии на такой умеренной скорости на тренировках делаешь прыжок, он у тебя получается хорошо. А потом добавляется адреналин, у тебя мышцы начинают по-другому работать, и ты набираешь реально больше скорости, и такое тоже случается. Ну, собственно, пожелаем Роме удачи, чтобы он смог справиться со своими нервами прежде всего,
остальном грамотные специалисты подскажут, над чем работать. Ну да, школы мощные. И не в первый раз, наверное, там вырос кто-то, пусть даже и на 20 сантиметров. Рычаги, они же тоже на скорость, наверное, влияют. И по-другому даже и катится, наверное, сейчас Рома. Ну, все другое. Ну, Абсолютно. возможно. Я просто на 20 сантиметров сам не рос, поэтому не могу наверняка сказать. Ну, в каком-то, когда-то рос. Ну, не так активно. Но не в этом возрасте, Видишь, да. потому что За исполнение короткой программы Роман Хамзин набирает 67,38. Так, Роман Хамзин набирает 67 баллов. Это на 3,5 балла меньше, чем у Глеба Ковтуна. Он пока на последней строчке. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Ильяс Халиуллин. Ильяс Халиуллин всегда с юмором, всегда в тонусе, что бы ни произошло. Да, сезон у него был не очень ровным. Ученика Ольги Арбузовой штормило, но будем помнить лучшие моменты. И, конечно, пожелаем стремиться спортсмену к новым достижениям. Should stay. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Life treats you kind, and I hope you have all you've dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. Ильяс Халиуллин из Казани. Такой всегда в каком-то вот полетном настроении он делает свои программы, как будто это тоже такое, знаешь, свободное творчество, а не хорошо подготовленные выступления. Ильяс — это триумфатор, я бы сказала, Гран-при в Казани. Как он там выступил, это просто его звездный час был, звездная короткая произвольная программа. Теперь на каждом старте вот хочется ему желать, чтобы он повторял и повторял этот успех, потому что невероятно талантливый и с точки зрения катания, и с точки зрения прыжков. Конечно, на тройном акселе мы просто ахнули с Михаилом, когда увидели эту высоту. Вот, больше стабильности добавить и вообще
Вот внешность обманчива, да? Вот так не скажешь, что такой маленький парень может так высоко прыгать. Он как будто на высоту своего роста, мне кажется, на аксель Да, как подпрыгнул. будто, да, было такое ощущение. Тройной Ридбергер чистый, луц-ту-луп, вот немножечко там все-таки потерял концентрацию. Но вращения шикарные. То есть и по подаче мне нравится, что он все-таки как настоящий артист, как художник. То есть вот он сегодня сделал программу таким образом, что мне понравилось больше, чем в Казани. Возможно, это поддержка публики. Возможно, это большой все-таки лед, потому что здесь лед действительно внешне кажется больше, чем в Казани, потому что там как-то немножко... Там маленький, компактный, уютный такой, а здесь уже другой уровень. Да, все-таки конец сезона, я думаю, программа еще и вкатана побольше, и очень нравится, как он слышит музыку, потому что идет усиление музыки, Да. и у него сразу же растет напор, амплитуда, с которой он выполняет движение. Да, отыгрывает вообще замечательно, до самого конца не выходит из образа. И потом уже, когда встал, вот так прям выдохнул. Причем еще и образ такой дали ему серьезный, драматичный для короткой программы, хотя парнишка его вытягивает на 100%. вытягивает с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, ему что-то вот такое с большим каким-то приколом, подколом что-то сделать. Ну, посмотрим, найдет. Самбуев нашел, и он найдет. Найдет. Точно. И на данный момент Ильяс Халиуллин немножечко проигрывает Арсению Федотову. Всего лишь 0,3 и находится на 5-м месте. А на льду Макар Солодников. Самобытный кавер на саундтрек из «Гладиатора» прозвучит в программе Макара, пермского фигуриста, триумфатора омского этапа. Макар постоянно атакует пьедестал. Конечно, не откажется от этих устремлений сегодня, но на турнире он выступает в качестве замены. Это отличный шанс встряхнуться от потрясения на первенстве. Еще одно мощное катание такого вполне себе взрослого юниора, очень крепкого, мужественного, практически мужское одиночное катание сейчас в исполнении Макара Солодникова.
чуть-чуть не хватило ему до, можно сказать, безупречного проката короткой программы. Были видны вот такие волны, то есть когда-то он собирается, он идет, все делает ровно, волна вот эта сходит, он начинает расслабляться. Приходит Ридбергер. Нет, кстати говоря, Ридбергер он хорошо сделал. Я говорил, имел в виду 2 финальных вращения, когда вот казалось бы, все, ты сделал свою дорожку шагов. Да, когда вот осталось буквально 2 элемента, но нельзя расслабляться. Это короткая программа, и она коварна именно тем, что любой балл, любая сотая может лишать тебя медали. Ну да, вот как мы видим сейчас, распределение мест, буквально там всех отделяют сотые и десятые друг от друга. Да, у нас Прокат. получается со 2 места по 7 8 баллов разницы. То есть, в принципе, это не так много. Прокат очень достойный, без каких-то грубых ошибок он справился. Да, вот такие какие-то мелкие детали были тоже. Приземление с Ридбергера можно делать чуть поувереннее. Корпус у него немножко ушел вперед, в зубец ушел. Из-за этого надбавка будет чуть меньше, но тем не менее все равно в плюсовой зоне прыжок. Тройной аксель, каскад, вообще безупречно исполнены эти элементы. В дорожке очень глубокие ребра он закладывал, но где-то, возможно, конек немножко болтался и точности не хватило. Ловил себя. Да, Именно да. вот в дорожке, да, потому что там усиление музыки пошло, и он это все так чувствовал и передавал. Но вот какие-то Много было моменты... очень моментов таких, которые прям восхищали, насколько он глубокие Да, ребра да, да, закладывал, и какие-то интересные переходы. Но вот да, именно какой-то вот точности, филигранности в дорожке не хватило. Точно так же вот и во вращениях немножко не дожал. Но это вот моменты, которых может вот немного не хватить, например, до тех же 80 баллов, да, если мы уже заглядываем вперед. С точки зрения постановки попали в образ они, Да, конечно, 100%, с этим да. гладиатором. Подходит к Макару, и Макар на данный момент на 3-м месте. Но, как и было сказано, 3 сотые он, например, уступает Алдару Самбуеву, а мог бы быть на 2-м месте, если бы додержал то, о чем говорит Михаил. Ну и всего лишь на 10-е опережает Германа Линкова и Арсения Федотова. На льду Артем Федотов.
отлично откатал самый молодой спортсмен этого турнира Артем Федотов, брат Арсения. И вот чем они похожи, а чем они отличаются с Арсением? На мой взгляд, у них очень похожий конек, но отличается верхняя часть. То есть Арсений все-таки такой попластичней. Да, понятно, он старше. Но вот Артем такой чуть более зажатый. Но конек все-таки, да, Да, схожий. владение коньком у них очень похоже. И действительно, как-то вот они, ну, как два брата катаются. С чего бы это? Да, действительно. Да, у них похожий конек, мне кажется, есть большие схожести в технике прыжков. Есть, конечно, и различия, но и схожие моменты определенно есть. Ну, сегодня Артем точно молодец, справился со своим контентом. Тройной аксель, тройной ридбергер, луц-ту-луп, все было чисто исполнено. И причем тройной аксель — это все-таки один из самых сложных пока что для Артема прыжков. И он довольно уверенно уже не первый старт справляется, хотя мы видим, что сложности на 6-минутной разминке порой возникают, но собирается и точно так же вот схожесть с братом, характер Да, идет проявляет. и делает. Характер спортивный точно есть и у Арсения, и у Артема. Умеют они в нужный момент все самое лучшее показать. Но все-таки от прямых сравнений пока что... прямое сравнение пока что не грозит им разница в 3 года. И все-таки Арсений уже одной ногой во взрослом спорте, а Артем только здесь оказался. Поэтому, чувствуется- видимо, напрямую будем сравнивать их, когда им будет по... 20 и 23. Или, вот тогда. или 17 и 20. Нет, я думаю, что 17-20 скорее тоже 20 и разница 23, потому что крепкая, да? сейчас разница ментальная ощущается, когда 13 и 16 это прям, ну, практически пропасть, а когда 20-23 уже как будто бы и не так. За исполнение Ну вот по технике Артем обошел Арсения, ну и не только Арсения, и по технике он вообще занял 2-е место на данный момент. Но из-за компонентов пока что 76 баллов – это 7-е место. Довольно-таки серьезное отставание от лидерской группы. Эпическая история скандинавской богини Гефьоны, вырвавшей кусок земли из континента и создавшей остров Зеландию, Остнова Дании. За это ей большое музыкальное спасибо от датчан и короткая программа Марка Лукина, безусловного сюрприза и открытия недавнего первенства России. Впрочем, в следующем сезоне открытие уже должно перекочевать во взрослый спорт. Парню 18 лет, он здесь самый возрастной.
Классное выступление от Марка Лукина. Какая подача, какой диалог со судьями, со зрителем. Прямая спина, что характерно. Просто замечательное сегодня катание. Много эмоций подарил. Здорово. Мне прям даже интересно, такое сильное впечатление произвела эта программа, потому что мы ее вживую смотрели, или так сильно набрал в течение сезона, потому что до этого, мне кажется, так ярко эта программа не смотрелась. Сейчас прям Марк, мне кажется, Набрал форму, думаю, набрал да. вот этой уверенности. И сегодня по подаче... именно вот сюда, в презентации, в подаче Классно программы, было. потому что технически не первый раз он хорошо справляется с короткой, и всегда мы отмечаем качество его прыжковых элементов, что вот когда делает, то делает прям красиво. Прыжки у него очень красивые, положение в воздухе очень прям техничное, ровное. Сейчас посмотрим, как он поборолся за этот аксель в начале. Очень интересно приземление смотреть. Раз, и вот стопой вцепился в лед, а коленкой так смягчил приземление, чтобы не допустить никакой оплошности. Это прям такая филигранная работа была. Но вот именно, да, вот насколько каждое движение в музыку, насколько он с эмоциями это делал, вот с отдачей прям. Но он готовый взрослый спортсмен. И он катался сегодня по-взрослому. С чувством, с толком, с расстановкой. Он чувствовал акценты музыки, он отыгрывал паузы, он отыгрывал подъем музыкальный. То есть все было там, где нужно было. То есть как задумывалась изначально программа, вот сегодня она прозвучала, на мой взгляд, на 100%. Ну и технически тоже все 4-й уровень, дорожка, вот только 3-й, насколько мы поняли, корпуса, да, не Да, хватило корпуса все-таки. немножко не хватило. Ну, тут корпус такой у него большой, потому что центр тяжести довольно-таки низкий. Ему, конечно, этим корпусом тяжеловато работать, но надо. Ну, все в Да. одинаковых условиях Не находятся. во всех. У всех кого-то- правила. У кого-то выше. Я имею в виду центр правила. тяжести. Правила вот такие, что одинаковые, да, надо работать физиология корпусом и разная. все. Ну ничего, над этим поработают. Наверняка. Да, конечно. Все в зеленой зоне. 43 оценка по технике, и это один из самых высоких баллов. То есть по технике он уступил только Льву Лазареву, по компонентам уступил еще и Алдару Самбуеву, а так, сейчас на второй позиции, 4 балла отставания от Льва, и это супер, конечно, все достойно прям, мы оценили. Александр Симков катается в короткой программе под трек «Эксогенезис» группы Мьюз. Рок-симфония о человечестве, покинувшем Землю. Серебряный призер турнира в Красноярске пока не выстрелил на первенстве, но его катание вызывает неподдельный интерес у публики.
Душевно, душевно завершаются сегодняшние соревнования. Александр тоже может быть доволен вполне своим прокатом. Так, со значением исполнял все то, что он сегодня делает. Александр Симков. Нет? Да, да, было точно понимание и значение в его глазах. На мой взгляд, тут чуть-чуть не хватило все-таки доделанности. То есть он поднимает руку, поднимает голову, делает какие-то хореографические движения, но вот чуть-чуть все-таки чувствуется, что, ну, не могу я поверить пока что этому спортсмену. Слушай, ну, мне кажется, у него стиль такой. И если этим стилем еще чуть-чуть поиграть, это стиль такой: здравствуйте, я сюда приехал, и вот сегодня буду кататься вот так. Ну, в таком, как это сказать, с такой интерпретацией. Это и не хорошо, и не плохо, это можно использовать в свою пользу. Да, Здесь, может, абсолютно, да, для я согласен. Мьюз, может, оно просто не работает, не до конца работает. Ну, будем все-таки делать скидку на то, что это юниорский уровень, а не взрослый. Пусть и внешне Александр выглядит как такой взрослый спортсмен, которому там уже 20+, но все-таки это юниорский уровень. 17 все-таки тоже взрослый. Но все-таки между 17 и 20 есть разница именно в интерпретации, в подаче и вот в мощности катания. Вот именно у парней наступает какой-то вот щелчок, что он начинает ехать, начинает прям вот, я не знаю, как локомотив. И вот его не остановить, и все. И вот это и отличает юниорское катание от взрослого. Вот когда Александр почувствует как раз то, что кто-то пытается его остановить, и он вопреки этим обстоятельствам будет переть вперед, как локомотив, тогда и появится вот это какая-то, даже близко к спортивной злости, да? А это она и есть. Это она и есть. А я скажу, что просто очень порадовала вторая разминка. Ребята такие молодцы на самом деле. Мы вот как-то сразу так сказали, что первая разминка у нас ребята самые сильные, а вот во второй все, каждый, мне кажется, вот близко к своему максимуму откатал, и это как очень будто радует. чище вторая разминка прошла, Да. да. Кстати, да. Ровнее, чище, ребята молодцы, очень достойно. И Александр Симков получает на 0,06 меньше, чем Ильяс Халиуллин, и находится на 8-й позиции. Но пусть вас не обманывает эта 8-я позиция, потому что от 3-го места его отделяет всего лишь балл с копейками. Итак, на вершине Лев Лазарев, 85 баллов, 4 балла отставания у Марка Лукина, затем еще 3 балла отставания у Алдара Самбуева, и дальше по 10-м, по 100-м буквально распределились места с 3-го по 9-е, да, и почти что 10-е. Насколько плотный сегодня результат, это я такого даже не помню за весь сезон. Ну, как обычно, самая интересная развязка будет в произвольной программе, так что уже завтра увидимся, услышимся с вами и будем наблюдать за развитием событий. Василий Соловьев, Анна Щербакова и Михаил Коляда не прощаются с вами, а говорят до свидания, до завтра. До завтра.